Что такое самоконтроль? Что такое совершенный самоконтроль? И зачем он нужен? Самоконтроль – это умение контролировать те действия, которые человек производит. Есть осознанные действия, есть неосознанные действия, есть глубоко подсознательные, то есть что заложено в нашей природе. Например, ты когда случайно касаешься горячего или огня, ты быстро отдергиваешь руку, это подсознательное явление. Либо когда ты видишь что-то милое, красивое, ты, может быть, улыбаешься, также подсознательно выражаешь эмоцию. Либо ты, когда видишь какую-то опасность, предположим, видишь, что идет ураган, ты от него бежишь, то есть еще не успел понять, что это такое, уже бежишь. Или видишь вдруг какое-то большое страшное животное, ну, предположим, или видишь что-то красивое, пытаешься это взять. Большая часть наших подсознательных функций – это наработанные качества из прошлых жизней. Поскольку у нас жизни было очень много, не только в жизни и человеческом теле, но и в животном, может быть, в других формах жизни, предположим, в кристаллах или в растениях, потому что у человеческой души огромный опыт, и он насчитывает многие миллионы воплощений. У человека есть подсознательный опыт, но есть опыт и сознательный. И мы пользуемся и той реакцией. Совершенная реакция – это тогда, когда этот подсознательный опыт работает к месту своевременно, быстро и эффективно. То есть когда это наработано в достаточной степени. Существует еще опыт или контроль, который связан с вашим мыслительным процессом и умением контролировать, например, эмоции. Умение контролировать астральное тело или тело чувств и тело мышления. Ментальное тело. Есть еще и другие тела, их тоже можно контролировать. Они тоже иногда работают сами. Это у сильно развитых людей. Развитый человек, который в состоянии контролировать свои эмоции и в идеале находится в ровном состоянии эмоций постоянно, и выходит, может быть, из этого состояния, например, когда у него большая радость, предположим, или когда все кругом выражают позитивные эмоции, чтобы поддержать общее поле, он тоже выражает, предположим, радость. То есть в этом нет ничего такого. Но человек, который способен находиться в ровном состоянии, и в особенности в важные моменты жизни, когда требуется решение сложных задач. А таких задач в нашей жизни предостаточно. Даже в нашей социальной жизни, нашей бытовой, вот на уровне личности и семьи, уже не говоря про сложные ситуации. То есть это умение управлять своими эмоциями, то есть прежде всего их успокаивать, если они разбушевались, входить в ровное состояние. И еще в некоторой степени уметь, наверное, управлять эмоциями других, но это уже более тонко, это уже ближе к магии, либо простой социальной магии, либо уже реальной магии на уровне тонкого психического понимания и умения владения этими полями астральными. Ментальный самоконтроль тогда, когда ты умеешь выключать мыслительный процесс, либо умеешь свой мыслительный процесс направлять в то русло, которое действительно нужно. То есть ты не просто разбрасываешься мыслями, эмоциями, ну как едешь на машине и мусоришь, все выкидываешь. Сюда мысль. Прошло, предположим, сколько-то часов, вы должны были что-то сделать, а вы так ничего не сделали. Почему? Потому что вы не сумели сконцентрироваться. Почему не сумели сконцентрироваться? Вы не умеете думать. Вы идете на поводу тех, скажем так, энергий, которые в ваш ум попадают, то есть этих мыслеобразов, предположим, этих, скажем так, ментальных лярв, которые пропадают в вашу полевую структуру, и идете в них на поводу. То есть обсасываете их и в обсосанном виде выбрасываете. То есть зарядили их своей энергией, выбросили. Следующую зарядили. Зачем? Понятно. Хорошо, если вы чему-то научились, что-то поняли. Но, как правило, человек ничего не понимает, просто тешит свое мировоззрение и играет в некие игры, которые, в принципе, ничего не меняют, только засоряют ментальное поле Земли, которое, в принципе, и так уже раздуто, честно говоря, очень серьезно. Люди, которые имеют повышенную чувствительность, может быть, чувствуют, что когда наступает ночь, становится легче. Многие как бы немножко удивляются, почему. Наверное, потому что шума меньше. А ничего подобного. Если не из-за шума, если даже люди не шумят, например, 5, 6, 7 часов утра, то ощущение не то, которое ночью. Это потому что и астральные тела не раскачаны, и мы не забиваем астральный план вокруг Земли, вокруг нас этими ненужными волнами, и не забиваем ментальный план, который мы, может быть, не чувствуем, не понимаем, но все равно так или иначе ощущаем. Идеальный самоконтроль, когда мы контролируем все эти тела. То есть и подсознательное мы контролируем настолько, насколько это нужно, и тело эмоций мы контролируем, и тело мыслей, ну, это и в идеале еще и остальные тонкие тела, которые могут также работать за нами, могут производить определенные действия, которые некоторые из них, может быть, называются чудесами. Для начала хотя бы нам научиться контролировать свои эмоции и контролировать, наверное, свои мысли. Если это уже отрегулировано до нормы, мы можем называть это хорошим самоконтролем, потому что реально он есть у немногих людей. В принципе, любой человек, достигающий какого-то серьезного профессионализма в своей работе, вынужден этот механизм достраивать до состояния определенного баланса, поскольку в состоянии раздрая как ума, так и чувств, вряд ли что-то серьезное удастся сделать. А зачем человеку вообще самоконтроль? И чем ему грозит отсутствие Ну самоконтроля? а чему грозит ездить на машине, в которой плохо работает или не работает руль? То же самое. То есть аварии. То есть любое социальное бедствие, которое в принципе возможно. Это, наверное, самый простой вопрос, который можно задать. То есть машина, в которой не работает система управления. Что может произойти? Если она на трассе едет, если у нее 100 км в час или больше. Ты можешь уничтожить самого себя, окружающих и еще вред природе нанести, как минимум.
Люди не часто контролируют себя, бывает даже скандалят, бывает даже дерутся. И, как говорится, ничего им за это не бывает. Но Со стороны обывателя, конечно. даже если внешне ничего не произошло, каждый раз, когда вы выразили агрессию, послали в окружающий мир, она вам рано или поздно вернется. Можете осознать, то есть понять это для себя и зафиксировать. Можете не осознать, но это обязательно вернется и всегда вернется с проблемой. Сможете вы эту проблему использовать, чтобы чему-то научиться, это другой разговор, но в любом случае это будет проблема, какая-то сложность, какая-то борьба, какая-то дополнительная потребность затраты усилий и какой-то конфликт, дискомфорт. Вот наверняка. Ничего не остается безнаказанно. Ни хорошее, ни плохое, ни бездействие.